И блок дичайший по дороге. Ну, блок неприятный, если там их 20-49, если какой-то стильный свиток. Да даже 10-19. 20-49, ой, ребята. Много мнений быть не может быть по этому поводу. Все очень плохо. А здесь нам режиссер говорит, что была моралька от кабанов. А как здесь всего не берется? Это ГГ? Ебучая нахуй ГГ. Будь моя воля, мы бы в сот играли до сих пор. Опа, заливка на первый день. Критическая ситуация для Антона? Нет, конечно, это не технический рестарт. Дорога разлочена, одна есть, можно туда разбегаться. Конечно, хочется все это, чтобы все это можно было посмотреть, увидеть, соответственно, рассказать об этом зрителям. Приветствуем любителей Героев Меча и Магии, с вами Orange. Дорогие друзья, как вы наверняка знаете, в геройском сообществе относительно недавно произошел настоящий инфобум. В гранд-финале турнира Heroes Hub у обоих игроков с момента старта партии заспавнились на дороге монстры. Причем заспавнились они в таком размере, что привели к огромным потерям армии одного игрока и полному уничтожению армии другого, что впоследствии привело к неоднозначному техническому рестарту, из-за которого впоследствии было очень много споров. Сегодня я решил побеседовать с аналитиком канала Orange Левой Трабликом о этой теме. Сразу же спойлер, мы не будем судить, кто прав, кто виноват, на это дело есть судьи, но тем не менее, я думаю, вы со мной согласитесь, что Хота чудесная, Хота прекрасная, мы все ее любим, но даже у нее есть какие-то свои неоднозначные моменты. Ну а чтобы разбавить наш с Левой нубасский разговорчик, я взял флеш-интервью с профессиональным игроком Мишей Амилу. Мешают ли на самом деле эти неоднозначные моменты развитию киберспортивных героев? С вами снова Морген Геройского мира, и, как сказал Митя, сегодня мы осудим Хоту, за что ее любят и к чему она может стремиться. Хоть она и совершенна, казалось бы, но пределу совершенства нет никогда. Любой прецедент рождает изменения в правилах, в регламенте, в турнирах, неважно. После этого случая, я уверен, во всех турнирах будут прописаны обязательные технические рестарты, либо отсутствие технических рестартов. Главное, чтобы все это было разложено вот так вот прям по полочкам, чтобы все это было регламентировано. Такие прецеденты уже случались. Вспомнить достаточно ту же самую катку Тварына и Папаваси, где они душились 20 часов, в результате чего студио ввело правила об ограничении игрового времени, там до 1.3.2, до 1.4.1, какие там они только тайминги не пробовали. После этого случая, я уверен, во всех турнирах будут прописаны обязательные технические рестарты, либо отсутствие технических рестартов, прям четенько они будут все расписаны. Но почему бы не сделать так, чтобы прецедентов не было вообще? Любой киберспорт и любая игра априори должна стремиться к тому, чтобы единичных случаев и таких прецедентов не было в принципе. Все мы знаем, что существует некое правило технического рестарта из-за блока по дороге. Но на самом деле даже оно звучит совершенно неоднозначно. Непонятно, сколько дорог при этом у тебя там могло сгенерироваться, не могло сгенерироваться. Непонятно, сколько именно армии ты теряешь и как именно ты пробивал этот блок. Должен ли ты скупать всю армию и брать со всех возможных героев там со скупкой, да? Нюансов очень много. И складывается такое впечатление, что банально бери возможность спамниться монстром прямо на дороге около замка, и как будто мы не получили бы эту очень спорную ситуацию вокруг турнира Heroes Hub. В Соде, когда мы вот играли турики на ХВ, да, и все вот эти вещи, там, каждую первую игру были спорные моменты, какие-то проблемы, перегенерации, техресты, то есть там все было очень плохо в этом плане. Джебики мы катали там по КД, я не знаю, было такое, что ты мог взять техрест на 6-й день, типа, неделю уже отыграл, понял, да? Без ОХ еще тогда. Нет дороги в ГО или еще что-нибудь в этом духе. А вот что касается ходки, я сколько играл турниры, у меня ни одной спорной ситуации не было. На других стримах, там у других ребят я видел. Они как бы редкие, но бывают. У тебя турнирная игра на джебике, например, и у тебя пол-респа заблочена, например, ГО, да? То есть может ГО заблокировать дорогу. Такое генерится иногда. Возникло такое на турнире и вообще стало возможным, потому что вот добавились шейблики новые, где
поменяли value респа, и отсюда поплыли вот эти баги с блоками. Проблема в том, что это был кастомный шаблон. Не джебус, а именно подвид джебуса, какой-то созданный отдельным человеком. К сожалению, это все не подчиняется алгоритмам и скриптам хоты, потому что все это настраивается внутри самого кастомного шаблона. Здесь же возникает конфликт скриптов хоты и настройки самого шаблона. Друзья, в комментарии поступило много просьбы, чтобы мы начали выкладывать видосы на альтернативной площадке в связи с замедлением YouTube. Апельсинчики, все для вас. В описании и закрепленном комментарии вас будут ждать ссылки на наши новые странички Рутюба и ВК видео. Ты в самом начале упомянул забавную, с моей точки зрения, игру Папаваси против Тварины. Здесь хотелось бы перейти к следующей теме. Непредсказуемая продолжительность матча и win-condition. Давай вот на чистоту, да? Достичь именно победы по задаче самой игры, ну, практически невозможно. Ну, то есть, это вот прям очень долго и ужасно скучно. И если твой оппонент пишет ГГ в чат, у тебя облегчение. Если нет, изволь изворачиваться. Причем иногда игроки затягивают игру в заведомо не то, что сложно, а вот прям невозможно для себя ситуации. Более того, я вот узнал, например, недавно, что даже на ауткасте, казалось бы, где смерть главного героя соперника, это уже по логике выигрыш, да, тебе все равно надо писать вручную ГГ, потому что автоматически игра на этом не заканчивается. И если твой оппонент решил над тобой поглумиться, тебе как дураку придется захватывать все его замки. Если же ты делать этого не хочешь, тебе придется делать скриншоты, отправлять жалобу, описывать ситуацию, потом еще ждать какое-то время, пока его накажут, а тебе дадут твой заслуженный рейтинг. Короче, имхо полная жесть. Я, например, мы с тобой в прошлом подкасте это обсуждали, я не любитель играть с лейт, я не хочу там душиться, сидеть там, играть по 6-7 часов, мне вот не в кайф. И я уверен, что таких игроков, как я, очень много. С моей вот точки зрения, у игры должны быть более достижимые, альтернативные для разных шаблонов вин-кондишны. И как же круто, что на это обратили внимание ребята из Unfrozen, и насколько я знаю, они работают в этом направлении. Что думаешь по этому поводу? Я с тобой вообще не соглашусь. Что такое нечеткий win-condition? Win-condition у тебя всегда один. Победить оппонента. Перед тем, как я развью мысль, я хочу чуть вернуться назад, что подразумевается под win-condition. Вот вспомним сценарий, да, это захват какого-то города, откопка Грааля, получение какого-то артефакта. Это и называется win-condition. Но это нереалистично с точки зрения мультиплеера. Намного более валидной проблемой выглядит именно непредсказуемость длительности матча. То есть ты зависишь от действия оппонента, не только от своих действий. Ты зависишь от того, как чувствует себя оппонент, как у него дела, как у него там на работе все сложилось, насколько сильно его достали и так далее и тому подобное. Какое у него настроение подушиться, или он хочет, как и ты, например, по-быстрому закончить партию. То же самое касается и разработчика. Если ты внедряешь какую-то фичу, она все равно будет зависеть от человеческого фактора, если это не касается формирования какого-то четкого матчмейкинга. Здесь вопрос гибкости. Это не проблема хоты, это проблема именно людей. Лев, еще раз, речь о чем идет? Что очевидно, я тебя там убил, например, да, это убил своего оппонента. Но win-condition в данный момент заключается в том, что если оппонент не нажал ГГ, он имеет право играть сколько ему угодно. Да, прикинь, именно поэтому я тебе и говорю о том, что проблема хоты не в том, что у нее нет win-condition там до какой-то карты, а в том, что она смешивает слои разных игроков, смешивает игроков с разной целью и разной потребностью в геймплейной составляющей героя. Если ты хочешь душиться, ты можешь зайти в лобби к тому, кто хочет душиться. Если ты хочешь пофиналиться на 1.1.7, пожалуйста. Если другой проект, в том числе та же самая Olden Era, сможет решить проблему несовместимости геройщиков в рамках одной партии, я просто стоя вот так вот поаплодирую им. С точки зрения турнирной, я считаю, что, конечно, должна быть ограничена партия как-то искусственно, да. На мой взгляд, самый адекватный вариант — это удержание какой-то точки. В нашей игре, в нашем случае, это замок, очевидно, какой-нибудь центральный вот на Джебусе, да. Я считаю, что это оптимальный варик.
взять какой-то тайминг конкретный, и вот нужно удерживать, допустим, центральный город. Хотя я лично с кайфом бы играл турики вот на контроль карты там и так далее. Ну тут ты правильно заметил, что это все держится на уважительном отношении игроков друг к другу. Я просто пытался объяснить логику, что с моей точки зрения, и, ребята, напишите в комментах, если вы со мной согласны, в комьюнити есть, скажем так, люди... Ну, ты не... Ну, не совсем порядочные. То есть я встречал сам лично таких игроков, правда, на лоу рейтинге. Когда ты их побеждаешь, у тебя случается с ними какая-то словесная перепалка в чате, как будто молодой человек, может, вы напишете ГГ, вообще-то там, я убил вашего главного героя, вы остались без армии, вы заперты на своем респе. Да нет, типа, я буду там сидеть, душиться, там, и специально у нее там полчаса таймера, и там все эти полчаса там тратить. Вин-кондишеном ты душку от оппонента, который ты потерял главного героя на программном уровне, ты ее не избежишь. Потому что если у вас там вин-кондишен стоит удержание центрального замка на 1-3-2, тебе все равно придется сидеть до этого 1-3-2, если он хочет потрепать тебе нервы. К слову о нечестных игроках, ведь читерство в игре тоже присутствует. Вспомнить хотя бы ультра завирусившийся видос на ютубе с читерком Хохо, который намутил себе лишних очков передвижения и тем самым выиграл игру. Ведь клиент хода устроен таким образом, что обмен данными происходит только во время передачи хода, а фактически и вы, и я, мы играем в режиме синглплеера, и обмен информацией, что произошло на карте, происходит только в момент передачи хода. Значит, в теории вы или я можем воспользоваться каким-то сторонним софтом, понаделать разных пакостей, потом все это дело благополучно удалить на конец хода, и вуаля, мы имеем огромное преимущество. Не знаю, сколько уж читеров есть, точно играют среди нас, и не точно среди нас есть. Да, это связано со слабым сетевым кодом. То есть в чем проблема? Все читеры совершают свои злодеяния на этапе ОХ, потому что после этого сделать невозможно, потому что данные отправляются регулярно. Ну ты же видишь, во время, когда у вас уже ОХ прошли, ты же видишь перемещение своего оппонента, значит тебе приходят данные. Это можно исправить, если сделать передачу данных постоянной даже во время ОХ. То есть сделать из ОХ элемент РТС с постоянным обменом данных. Как все это происходит? Ты сделал ход, оппонент делает ход. Если в результате обмена ваших данных находятся какие-то несостыковки, вы переигрываете ваши ходы. Либо один из вас откатывается. Ох, Лёва, на тему одновременных ходов вообще не хочется даже начинать говорить, потому что есть другая, на мой взгляд, очень серьезная проблема. Это переигровка одновременных ходов в принципе. Позволь мне, пожалуйста, сделать небольшое лирическое отступление и обратиться к нашим зрителям, которые не совсем в теме. Когда мы с вами играем одновременные ходы, и вы, и я, мы делаем ходы одновременно, и получается, что таким образом мы экономим кучу времени. То есть смысл просто банально в экономии времени. И игроки заранее ставят какой-то определенный день, когда эти одновременные ходы заканчиваются. Предположим, первый день второй недели. После этого дня игра опять переходит в режим поочередных ходов, то есть вначале ходит красный игрок, потом ходит синий игрок. Но чисто теоретически может произойти ситуация, если мы с вами все еще находимся в режиме одновременных ходов, и мы с вами встречаемся где-то там внутри карты. И получается, что на момент конца этого дня красный игрок останется в своей же позиции, потому что он по логикам игры должен ходить первый, а синий игрок, уже походив, вернется на момент начала хода. Очень часто это может играть ключевое значение партии. Приведу пример. Мы с вами играем Джебус Кросс, я играю на синем цвете, и я походил свой ход, и в конце своего хода я понял, что, например, я не добежал до центрального города. Ну, мне не хватило мувов, например. Но я помню, что где-то по дороге в центр была тюрьма, которую я, в принципе, могу попытаться открыть. И я понимаю, что если я не дохожу до центрального замка, то, скорее всего, в этот же день меня просто атакует мой оппонент, соответственно, я должен рисковать и лезть пытаться на эту тюрьму. Либо я точно знаю, что в какой-то боевке вот в этом месте произошла мораль у нейтрала, и от нее нужно закрыться. То есть я буквально получаю информацию о целом дне. Это могут быть битвы, это может быть карта приключений, все что угодно. У меня уже на руках есть информация, но я получаю возможность походить еще раз.
И очень часто это может являться причиной некой переигровки. Когда нету стримов, ты не знаешь, будет ли твой оппонент повторять свои действия там клеточка в клеточку, или он там поступит совершенно иначе, более выгодно для себя. Поэтому вот это некая проблема одновременных ходов, мне кажется, и того, что они должны быть как-то усовершенствованы, да, то есть, например, сделать некую зону в центре, в которой, когда ты в эту зону приходишь, одновременные ходы одновременно заканчиваются, чтобы таких ситуаций, в принципе, не возникло. Либо нужно делать и превращать одновременный ход в элемент реал-тайм стратегии с постоянным обменом данных, где вы уже начинаете друг друга, скажем так, перекликивать в некотором плане, да, условно там на 1.1.6 вы оба там стоите перед центральным замком, кто быстрее кликнул, тот и молодец. Но это не соответствует глобальной концепции героев. Просто можно ставить одновременные ходы до 4-го, там, до 3-го дня. Это решает все проблемы, кроме одной. Это сильно увеличивает продолжительность партии. Давай немножечко поговорим про джентльменские договоренности. Насколько я вот знаю, самое главное правило — это запрет на перелетание главной охраны до тех пор, пока ты ее не пробьешь. И даже профессиональная сцена видела такие моменты, когда просто происходил мисклик, и геройщик, например, уже находясь в центре, нажимал дверь измерений, но случайно он там кликал на какую-то кнопку и попадал на, там, например, вражеский респаун, в котором главная охрана еще не пробита, либо там на сайт респ. То есть просто банальный мисклик, но из-за того, что внутри игры нет возможности установить запрет на фактическое перемещение в тот респаун, который еще закрыт, получается, что игрок получает техническое поражение просто на ровном месте из-за мисклика. Как ты считаешь, правильно ли это или нет? Мне на самом деле даже в голову особо ничего не приходит. Единственное, что я могу вспомнить, это про негласное правило о просьбе прервать ОХ. То есть, да, на условном джебе, зеркалке, ЛМке, если ты понимаешь, что ты уже близок к оппоненту, скоро произойдет встреча, считаешь своим долгом написать в чат, типа, так и так, давай прервем. Касательно перепрыгивания и перелетания ГО, к сожалению, в ходе на текущий момент это никак программно не решить, да и как будто бы все уже привыкли к этому правилу, но все остальные проблемы Хота глобально решила. То есть, что было 15 лет назад, 20 лет назад в Соде? Нельзя было качать салмиров, демеров, нельзя было качать некроманцеров, нельзя было улучшать феечек и вамплордов. Все эти джентльменские соглашения и правила уже на текущий момент интегрированы в Хоту. Ну да, что было раньше, вообще уму непостижимо. Например, в нашем ролике про эволюцию киберспортивных героев Бишоп рассказывал, что раньше до Хоты было настолько много правил, настолько сложно запоминаемых, запрет на использование свитков заклинаний, которые ты подобрал с карты приключений там 5 уровня, или там запрет на докачку некромантии, там выше продвинутого. Ты упомянул такую фразу о том, что Хота Крю добавляет некий баланс, добавляет какой-то новый контент, и за это им огромное уважение. Это здорово, то, что игра, которой там 25 лет, продолжает развиваться, продолжает как-то обновляться. Здорово-то это здорово. Делали бы они это еще почаще, цены бы им не было. А так, где баланс? Почему мы играем в одно и то же уже 5 лет? В чем не виновата Хота, но что стало камнем, об который Хота споткнулась? Это, к сожалению, смерть Доцент, величайшего основателя, который погиб несколько лет назад, который был двигателем прогресса Хоты. Сейчас, ну, ребятам глобально плюс-минус плевать. Да, то есть они фабрику там допиливали несколько лет, они Луну нерфили несколько лет. Лев, мне кажется, что в данном контексте ты немного грубоват по отношению к Хоте Крю, потому что, ну, это все-таки энтузиасты, это не коммерческий проект, и слава богу, что мы получаем хоть какое-то обновление контента, хоть какие-то там добавочки, хоть какие-то патчи. Если мы говорим там о каком-то киберспорте, да, там заделкой на будущее, то все-таки баланс должен правиться регулярно, и этим должны заниматься профессионалы, которые регулярно общаются и собирают фидбэк именно с профессиональных игроков, именно с людей, которые играют очень много и могут предоставить много информации для разработчиков. Блин, ну мне очень сложно судить по этому вопросу. Я еще жесткий этот самый
полный консерватор. Будь моя воля, мы бы в сот играли до сих пор. Лев, а что ты можешь сказать по поводу отсутствия матчмейкинга в Хоте и недавнего кипиша, если так можно выразиться, между джебускроссерами и ауткастерами? Для тех, кто не в теме, дам небольшое пояснение. После последнего глобального обновления Хоты с ее лаучером, игроки одиночных героев, то есть Джебус Ауткаста и Дуэли, начали получать гораздо меньше очков рейтинга. Естественно, им это не понравилось, они начали бунтовать, мол, а почему наша игра стоит в ценности гораздо меньше, чем игра на 8 игроков на том же самом Джебус Кроссе. И был такой некий замес. Что ты думаешь по этому поводу, и нравится ли тебе идея разделения очков рейтинга на разные подкатегории? Я тебе больше скажу. Как только Outcast вышел, я первым инициировал и поднял беседу о том, что нужно разделить рейтинги игроков. И все знают, что ты играешь. Это еще и в рамках турниров очень сильно учитывается, когда вы играете. Например, вы черкаете шаблоны. Ты знаешь слабые места оппонента. Это куда лучше, чем вариться в одном котле с ребятами, которые играют разные шаблоны, и их рейтинг не объективен, потому что кто-то набил его на LM, кто-то набил его на Джебуте, кто-то набил его на Ауткасте. Нет никакого смысла сравнивать рейтинг на разных шаблонах. В принципе, должен быть разный рейтинг на каждом шаблоне, причем отдельно. Невозможно мерить рейтинг в купе игрока на разных дисциплинах. Это слишком разная дисциплина даже в рамках героев. То есть, что такое сыграть 6 LM, что такое сыграть Ауткаст? Это просто небо и земля. Это просто тупо две разных игры. Как можно в один рейтинг это все считать? Это супер нелепо. Такого не должно быть, конечно. Лев, а не считаешь ли ты проблемой, что многие игроки вынуждены держать по несколько аккаунтов, там 2 или даже больше, просто потому, что некоторые аккаунты им нужны для того, чтобы играть с более сильными игроками и с их количеством рейтинга, а другие же аккаунты нужны им для того, чтобы играть там, например, с друзьями на лоу ПТС. И из-за этого происходит, как будто лишняя потеря времени, как будто лишний геморрой, прошу прощения за это слово, что тебе приходится думать, там, насколько много там рейтинга у твоего оппонента, подбирать нужный аккаунт. То есть, как будто это все неудобно, что ли. Да, я играю с 5 разных хаков, и всего этого можно было бы избежать, если бы для каждого аккаунта существовал бы отдельный рейтинг в рамках какого-то шаблона. Как минимум, это бы сделало возможным создание лишь одного смурфа, а не нескольких. А я тебя уверяю, у половины игроков в лобби больше 2 аккаунтов. Главное, чтобы существовало разделение рейтинга. Мешать все это не надо. Это как вискарь, водку и джин смешать в одном стакане и сказать: ребята, пейте, а потом пивасиком шлифануть и сказать: это Ауткаст был, пасташок. Очень много людей писали о том, что да, было бы как будто очень круто, и о том, что очень не хватает спектатор мода и реплеев в Хоте. Но еще раз, друзья, проблема игры в том, что она все-таки 99-го года выпуска. Если кто забыл, оригинальный код был утерян. Возможно, это и можно организовать в Хоте, но стоит это таких огромных усилий, что складывается впечатление, что за это банально просто никто не хочет браться, потому что дело это, очень сложно и очень, прошу прощения, геморройно. И эти режимы как будто, крайне необходимы для развития киберспорта. Смогу или не смогу, не знаю. Наверное, если бы очень захотел и начал над этим работать, то, возможно, что-то получилось бы, но реализация этой фичи выглядит довольно сложной, довольно объемной по работе. Просто герои, та архитектура, которая у игры, которая закладывалась разработчиками оригинальной игры, она максимально не предполагает таких вещей. То есть я планирую рейтинг по каждому отдельному шаблону. Данные будут атрибуты игроки по заклинанию, по собранным объектам, по количеству войска. Не, в процессе игры вот эти данные собирать, это, сложно. Вряд ли это нужно выбрать. То есть я еще раз говорю, какие-то максимально масштабные, максимально полные вещи, покрывающие все, они меня пугают, я за них не берусь. Я считаю, что Хоте это не нужно, у Хоте есть Twitch.
Если этим кто-то будет заниматься, это займет десятилетия. К тому времени, я думаю, что охота уже сойдет на нет, учитывая то, какими семимильными шагами развивается, в принципе, интернет, культура. Много мнений быть не может быть по этому поводу. Без спектатора как бы все очень плохо. Мы изворачиваемся как можем в данный момент, проводим турики как можем, освещаем как можем, но все это, конечно, такое. И вот эти 100 тысяч моментов, которые ты хочешь там уточнить в процессе игры, вот ты смотришь, да, ты хочешь увидеть там, что есть на том герое, на другом герое, у кого что прокачано, там какие шмоточки. Конечно, хочется все это, чтобы все это можно было посмотреть, увидеть и, соответственно, рассказать об этом зрителям. Но да, сейчас это тяжело, неудобно, сложно. Хотелось бы лучше. И давай коснемся последней темы на сегодня, животрепещущей темы торгов, потому что очень много нам написали комментариев на эту тему. Нужны они, не нужны, добавляют они интересы игре, или это там уже какая-то история пройденная, что нужно какие-то альтернативные варианты. Давай порассуждаем. Ну, во-первых, чтобы сделать адекватный баланс, нужна некая математическая модель, некая таблица для сравнения определенных параметров, там, я не знаю, существ, городов, артефактов и прочего-прочего. Вот такая модель, она использовалась, но только при создании оригинального возрождения Иерафии и первых дополнений и патчей. Ну там условно на клинке Армагеддона это все дело закончилось. Но когда New World Computing начала заниматься 4-й частью проекта, на 3-ку буквально забили. Если не считать того, что продолжила делать Hot и Crew, но она это делала без этой самой математической модели. Во-вторых, нужен адекватный, я подчеркиваю, регулярный сбор внутриигровой статистики. Какой у кого вин-рейтинг, где есть провалы, где слабые места в игре, где наоборот что-то сильное и это надо нерфить. Этого, как мы понимаем, на данный момент тоже нет. Ну и наконец, третье, да, это вот тот самый фидбэк непосредственно от комьюнити. И сейчас Hot и Crew его собирает, да, но мы должны понимать, что опять же, все это делается довольно медленно и уж у очень узкого круга игроков. Патчи же выходят, ну, дай бог, там пару раз в год. То есть даже если мы и получаем какие-то изменения, как будто этого недостаточно. Если разработчик не может, игрок поможет. Торги были придуманы для того, чтобы навести хоть какой-то баланс, хоть прийти хоть к чему-то. И они не просто так, ребята, вот эти вот, которые бахали в компьютерном клубе в 2000-х, придумали все эти правила. Они хотели играть во что-то большее. Интересно ли мне за этим наблюдать? Да, мне интересно. Мне интересно через свою призму сравнить видение других игроков касательно стоимости того или иного замка на том или ином шаблоне, при тех или иных обстоятельствах, учитывая стиль и повадки своего оппонента. Это прикольно. Но мне намного больше нравится механизм черка, который был придуман задолго до торга. Вы по очереди баните замки, пока у вас не останется какое-то количество этих замков, вы просто пикаете замки из этого пула. Суть в черка плюс-минус равные замки, за которым и одному, и второму будет прикольно и приятно и комфортно играть. А торг — это уже вынужденная мера, к которой игроки пришли, чтобы хоть как-то нивелировать несбалансированность идеи разработчика. И что самое интересное, черком до сих пор выбираются карты в рамках турниров, то есть это не забытая механика. Вот прикинь, я тебе скажу, что спустя 10 лет в героях на турнирах будут торговаться шаблон. Вот то же самое произошло с городами. Всего этого можно было бы избежать, если был бы баланс. Игроки просто продолжили бы играть черком, а не придумывали способ балансировки того, во что они играют. У игры же много граней, да, много шаблонов и так далее. И вот торг как раз-таки балансирует там плюсы и минусы, грубо говоря, разных фракций на разных шаблонах. То есть на разных шаблонах у тебя разная стоимость цвета будет, да, разная стоимость городов. Скажем, Касл на одном шаблоне супер хорош, на другом супер плох. Причем это же меняется постоянно. Еще есть некая мета торгов. Замок начинает цениться на Джебусе, допустим, выше в какой-то момент, потом ниже, в зависимости от страток, которые люди используют. Не знаю, торг — это, по-моему, очень прикольный инструмент. Игра с черком, как бы, она намного беднее, чем с торгами. Это дополнительное поле, на котором ты можешь проявить свой скилл и опыт. То
То есть черк такого тебе не позволяет. Здесь ты, грубо говоря, на скилле, на опыте можешь понять, сколько именно нужно заплатить, за что нужно заплатить. И вот за счет этого выиграть себе какое-то дополнительное преимущество. Это круто. В этом месте хотелось бы закончить наше с тобой рассуждение на тему проблем, но сделать небольшой постскриптум, что на самом деле мелких нюансов очень много, которые так или иначе либо замедляют геймплей, либо делают его недостаточно удобным. И в этом месте я хотел бы привести пример и одновременно похвастаться вам, дорогие зрители, и тебе, Лёва. Относительно недавно у меня произошел разговор с командой Unfrozen, и мы обсуждали там зеркальные шаблоны. В Golden Area в данный момент зеркальных шаблонов не планируется, но кто знает, возможно, они появятся в будущем. Тем не менее, будут некие шаблоны, будут некие режимы игры, при которых мы с вами как раз-таки черком выбираем какие-то замки, шаблоны и, более того, даже героев. То есть вы сможете на этапе выбора героев забанить каких-то моих стартовых героев, а я могу забанить каких-то ваших стартовых героев. Так вот, как в данный момент происходит в третьих героях? Если мы играем зеркальный шаблон, в таверну на первый день может прийти забаненный герой. В таком случае ты пишешь, мол, пришел такой-то герой, и вы опять вынуждены рестартить, потому что этот герой был забанен. Только тогда, когда и тебе, и мне не пришел забаненный игрок, только тогда мы с тобой начинаем играть. И иногда такое бывает, что приходится рестартить по нескольку раз. Вот благодаря моей подсказочке Unfrozen, что это головная боль игроков в третьих героях, в Golden Area, такой проблемы не будет. И если мы с вами баним героя на техническом уровне, он просто вам не сможет банально прийти в первый день в таверну. Вот так вот. А если вам хотелось бы иметь возможность читать все новости об Golden Area и миру Might and Magic в едином месте, вступайте в телеграм-канал, посвященный проекту. Слушай, это очень крутое минорное обновление. Я думаю, что ни у одного меня бывали ситуации, когда мы по 10 раз рестартились из-за того, что в таверну Тазар приходит. Это круто. Просто очередной способ экономии времени и нервов игроков. В том-то и дело, что это мелкие проблемы. Все крупные проблемы решила сама охота своим выходом. И сейчас остались лишь вот эти вот сливочки, да, вот эти вот снежинки, которые осталось убрать и довести проект до совершенства. Лёва, абсолютно с тобой соглашусь, Хота One Love, но, тем не менее, давай признаем ряд проблем. Самый очевидный из которых это win condition, которого достигнуть без сдачи оппонента по доброй воле практически невозможно. Это баланс, которым, если и занимаются, то происходит это очень редко. Турнирные правила, джентльменское соглашение, которое на данный момент тяжело изменить банально из-за устаревшего кода игры и прочее. И мало того, что эти проблемы есть, крайне маловероятно их будут решать. Я вот недавно наткнулся на статью на Пикабу, где ребята из Hot Crew поделились своим видением будущего героев, что поддержка игры будет, но, мол, без чего-то глобального и, в принципе, хз когда. Ну, вспомните хотя бы, что разница между релизами Причала и Фабрики составляет 12 лет. Вот и прикиньте сами, что к чему. Поэтому еще раз, как сказал Вудуш в нашем интервью, которое мы, кстати, скоро выложим на канал, Хота — это, возможно, лучшее фанатское дополнение в принципе в истории геймдева. Если бы не их команда, сейчас, скорее всего, не было бы стримов, не было бы онлайн-лобби с тысячами геройщиков, турниры, да, те же самые, они имели бы куда меньше спрос. Но говоря о киберспортивном будущем героев, нужно понимать, что все вышеперечисленное останется с ней навеки вечное. Опять же, вернусь к своему предыдущему тезису. Если вы хотите создать киберспорт, нужно на корню обрубить любые проявления единичных случаев, исключить проявление и формирование любых прецедентов, которые могут повлечь за собой изменения, глобальные правки, глобальные конфликты, скандалы и прочее. В этом и суть киберспорта. Геройщики, если вам понравился наш сегодняшний диалог, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вас на данный момент беспокоит в героях больше всего, а мы обязательно почитаем. До новых встреч, друзья. Пока.